Многие люди страдают очень сильно после удаления желчного пузыря. У кого-то тошнота остается, у кого-то боли в правом подреберье. То есть желчь стала менее концентрированная, и это просто привело к разрастанию патогенной флоры. И это нам тоже нужно учесть. Я уверен, что сразу после этого у вас уйдут все болевые ощущения. Мы это назначаем для того, чтобы дать хорошим бактериям питание. Он тоже магний пропивает для того, чтобы способствовать оттоку желчи. То есть, друзья, я вас всех рад приветствовать. Меня зовут Евгений Козлов, автор канала «Твое здоровье». Я практикующий фитотерапевт, нутрициолог и доктор китайской медицины. И сегодня мы с вами поговорим на ту тему, про которую вы у меня спрашивали практически во всех последних комментариях. Я записал 3 видео про печень, и с этим видео я настоятельно рекомендую ознакомиться. Под этими видео в комментариях вы меня все просили, чтобы я записал тему, как восстанавливаться после удаления желчного пузыря и вообще как жить после этой операции. Тема на самом деле очень насущная, поскольку только лишь в России делают 400 тысяч операций в год. Вдумайтесь в эту цифру. Какое большое количество желчных пузырей удаляют только лишь в нашей стране. То есть практически никто не говорит про профилактику. Практически никто не говорит, что делать, чтобы рассосать камни. Ну и, конечно же, к сожалению, очень мало информации про то, как жить после удаления желчного пузыря. Будучи слушателями моего канала, я уверен, что вы и телеграм мой канал читаете и смотрите, а если не читаете и не смотрите, обязательно на него подписывайтесь, ссылочка будет внизу в описании. Вы, наверное, знаете и четко понимаете то, что все органы, которые у нас есть в организме, они очень сильно взаимосвязаны, и ничего лишнего у нас в организме нет. Если мы убираем одно звено системы, то это будет очень сильно влиять и на всю систему. Поэтому удаление желчного пузыря из нашего организма никогда безобидно для него не скажется, даже если у вас ничего не болит. И каждый человек, который лишился этого органа, обязан знать и понимать, к чему это может привести и что делать для того, чтобы компенсировать отсутствующий орган. Безусловно, организм сам все компенсирует, и люди даже с отсутствующим желчным пузырем живут и порой вообще ничего не чувствуют. Но даже несмотря на компенсационные механизмы, многие люди страдают очень сильно после удаления желчного пузыря. У кого-то тошнота остается, у кого-то боли в правом подреберье, у кого-то все равно образуются камни, но уже в печеночных протоках, у кого-то диарея очень сильно, у кого-то запор и много-много разных других побочных эффектов после удаления желчного пузыря. И для того, чтобы нам разобраться, что же делать после удаления желчного пузыря и как правильно восстанавливаться, нам сначала нужно вспомнить немножко анатомии и физиологии. Безусловно, я про это уже говорил в прошлых видео, рассказывал подробно, как работает печень и желчный пузырь, но хотел бы немножко повторить. Нам для начала нужно разобраться, для чего же желчь вообще существует в нашем организме. Напомню то, что желчь синтезируется в печени, это в органе, который находится в правом подреберье, и у желчи есть ряд очень важных функций. Первое. Желчь стимулирует перистальтику. Да, и представьте себе, у человека удалили желчный пузырь. Желчный пузырь сам по себе является мышечным мешочком, который эту желчь накапливает, то есть концентрирует. И чем более концентрированная у человека желчь, тем лучше она будет работать. Соответственно, при удалении желчного пузыря желчь будет постоянно истекать из печени в пространство двенадцатиперстной кишки, то есть в пространство тонкого кишечника. И часто на первых порах после удаления желчного пузыря это приводит либо к тому, что у человека запор развивается, либо постоянной диареи. Но со временем организм это может как-то скомпенсировать. Вторая очень важная функция – это антибактериальная функция желчи. То есть желчь, выделяясь в просвет кишечника, санирует пространство тонкого и толстого кишечника. Что это значит? Это значит, что желчь способствует тому, чтобы патогенная микрофлора, то есть недружественная микрофлора, не разрасталась. И если человеку удалить желчный пузырь, соответственно, желчь уже такой концентрированной не будет, и, соответственно, она не сможет свои функции выполнять. И часто людям, которым удалили желчный пузырь, они на что жалуются? Они жалуются на постоянное вздутие, на постоянное дискомфортное ощущение в области тонкого и толстого кишечника, жалуются на какую-то
ну, вот, некую интоксикацию, которая связана с кишечником. То есть желчь стала менее концентрированная, и это просто привело к разрастанию патогенной флоры. И это нам тоже нужно учесть. Следующая функция желчи – это усвоение жиров и жирорастворимых витаминов. Таких витаминов, как витамин А, витамин Е, витамин D и К. Соответственно, если желчь не такая концентрированная, эти витамины не смогут усвоиться в нужном количестве. Витамин А влияет и на зрение, и на метаболические функции, и на кожу. Витамин Е влияет и на половую функцию, и на кожу, и является антиоксидантом. Витамин D влияет и на кости, и на мышцы, и на иммунитет. То есть сразу выпадает функция усвоения витаминов, а также жиров. Поэтому мы тоже должны в будущем озадачиться этим, как я чуть позже вам расскажу обязательно. Дальше мы должны с вами понимать, что сама желчь влияет и на количество синовиальной жидкости в суставах. И как раз хрусты суставов связаны зачастую с нарушенным оттоком желчи. И многие люди, у которым удалили желчный пузырь, мне потом со временем рассказывают, что у них стали хрустеть и скрипеть суставы. Это как раз связано с тем, что состав желчи стал гораздо хуже. Вот. Если мы понимаем, соответственно, для чего желчь, мы понимаем, какие функции будут выпадать, да, при отсутствующем желчном пузыре. То есть, еще раз повторюсь, это важно понять. Желчного пузыря нету мешочка, желчь слабо концентрирована, а значит, она хуже работает. Дальше мы с вами должны понять то, что сама проблема появления камней в желчном пузыре связана с печенью. То есть печень настолько плохо работала, синтезировала настолько густую желчь, что со временем образовались камни. Да, то есть человеку, которому удалили желчный пузырь, должен обязательно заниматься своей печенью. Потому что само удаление желчного пузыря проблему печени не решает. У него точно так же могут образоваться камни, но уже в печеночных протоках, то есть внутри печени. У него там точно так же печень будет плохо работать. И, соответственно, человек, который прошел операцию, он должен возвратиться к тому, что нормализовать весь свой образ жизни. То есть камни тоже просто так не образуются. Это проблема печени. Вот. Если мы это с вами все понимаем, тогда мы уже можем двигаться дальше, чтобы разобраться, что же делать человеку, которому удалили желчный пузырь. Итак, первое, с чего мы начнем здесь разбираться, это с первопричин, да, почему же у человека образовались камни. Нужно понимать, что камни образуются только в том случае, когда желчь плохого качества, то есть когда она густая. Первое, что будет влиять на текучесть желчи, на ее качество, это ваше питание. Да, в будущем я расскажу про разные препараты, разные подходы, но база всего это питание. И первое, что вы должны наладить, это водно-питьевой режим. Если вы не будете пить обычную воду в достаточном количестве, это не менее 1,5 литров воды, то ваша желчь всегда будет густой, и то, что вы еще удалили желчный пузырь, вы будете чувствовать еще сильнее. После этого все побочные эффекты. Поэтому первое, налаживаем водно-питьевой режим для того, чтобы наладить отток желчи. Второе. Правило одной тарелки. То есть составляем рационы блюда таким образом, чтобы все вмещалось все в небольшую тарелку. Потому что большие порции вы уже вряд ли сможете есть. Поэтому я рекомендую придерживаться именно этого правила. Третье, на что мы обращаем внимание, обязательно включаем большое количество клетчатки в свой рацион. Это и корнеплоды, это и зелень, и ягоды. Для того, чтобы из кишечника убирать вот эти все бродильные процессы, которые будут образовываться. Следующее, что мы налаживаем в своем рационе, это обязательно подключаем на постоянной основе такой БАД, как лецитин. Лецитин – это аминокислота, абсолютно безвредная, которая улучшает текучесть желчи. Да, то есть ваша желчь будет лучше истекать, она будет лучшего качества, если вы будете этот лецитин принимать. Рекомендую. Также нутрициологи, я являюсь нутрициологом, могу сказать то, что мы часто используем в дополнение к лецитину такой БАД, как таурин. Это тоже аминокислота, которая очень хорошо способствует оттоку желчи. Вот. И уже многие мои пациенты, подключив вот эти две аминокислоты к рациону, почувствовали то, что желчь у них стала гораздо лучше по качеству, и ушли все те побочные эффекты, которые были после удаления желчного пузыря. Обращайте на это внимание. Далее идем. Не переедать. То есть, если раньше, когда у человека был желчный пузырь, желчь была концентрированная, ей было намного проще расщеплять жиры, то теперь, когда человек будет переедать, он будет чувствовать больше дискомфортно. Поэтому я вам рекомендую не переедать,
А если вы очень сильно хотите кушать, то рекомендую, может быть, сделать вам более дробное питание. Следующий момент. Нам нужно понимать, что есть еда, которая загущает желчь. Это весь фастфуд, это вся жареная еда, это еда искусственного происхождения и быстрые углеводы. То есть все то, что любит большая часть населения. Будьте с этим аккуратны. Также есть лекарственные препараты, которые способствуют загущению желчи. Например, это оральные контрацептивы, которые часто назначают женщинам. И зачастую, по моим наблюдениям, через пару лет после принятия оральных контрацептивов у женщин образуется сначала сладж в желчном пузыре, то есть застойные процессы, а потом уже и камни. То есть тоже проанализируйте те препараты, которые вы на текущий момент принимаете. Если вы уже нормализуете рацион, добавите 2 аминокислоты, у вас уже желчь начнет более-менее как-то правильно течь. Следующий момент, второй момент. Многие люди после удаления желчного пузыря жалуются на дискомфортные ощущения в правом подреберье. Хотя желчного пузыря вроде нету. С чем это связано? Это связано либо со спаечным процессом, либо со спазмом сфинктера Одди. Да, это вот то место, через которое желчь попадает в пространство тонкого кишечника, в пространство двенадцатиперстной кишки. Это решается достаточно просто. По месту жительства вам нужно будет найти висцерального терапевта, который руками отработает брюшную полость правой подреберья и снимет вот этот спазм и отработает спайки. Либо найти на ютубе сам массаж живота и позаниматься вот вместе правого подреберья самым массажем для того, чтобы вот эту зону размять и снять спазм. Я уверен, что сразу после этого у вас уйдут все болевые ощущения. Просто очень много пациентов ко мне обращаются, приходят на очные и онлайн-консультации, и подобные вещи мы решаем с помощью либо висцерального массажа, либо сам массаж живота. Двигаемся дальше. Как мы уже с вами говорили, желчь влияет на усвоение жиров и жирорастворимых витаминов. Соответственно, если желчь у нас стала менее концентрированная, это значит, что витамин А, витамин Е, витамин D будут хуже усваиваться. И вам теперь за этим нужно будет более тщательно смотреть. Поэтому обязательно делайте хотя бы 2 раза в год анализы на жирорастворимые витамины. Следите за тем, чтобы они не были в дефиците, и принимайте их. Витамины сейчас достаточно несложно купить, они продаются и в магазинах, и в аптеках, и на маркетплейсах. Я зачастую рекомендую фирму Salgar. Вот, можете эти витамины покупать и вместе с едой принимать, да, потому что жирорастворимые витамины оптимально принимать с едой за завтраком. Это практически не говорит ни один из врачей, что жирорастворимые витамины начинают хуже усваиваться. Эти витамины очень сильно влияют на наш обмен веществ, на нашу молодость, на красоту, на кожу, на волосы, на ногти, поэтому обратите на них внимание. Да, то есть желчи стало хуже по качеству, значит, это стало хуже усваиваться. То же самое и с жирами, да, то же самое и с омегой-3. Поэтому я рекомендую, если желчный пузырь у человека удален, периодически хотя бы 2-3 раза в год по 1-2 месяца, особенно в зимнее время, пропивать омегу-3. У меня недавно была пациентка, и после удаления желчного пузыря у нее стала очень сухая кожа. Как вы думаете, с чем это связано? Да, это как раз связано с тем, что жиры стали хуже усваиваться, жирорастворимые витамины. Как только мы ей наладили качество желчи, как только я ей назначил жирорастворимые витамины, сухость кожи у нее полностью ушла от моих назначений. На текущий момент она никаких витаминов больше не пьет, и все остается в таком же хорошем качестве. Почему? Потому что мы наладили ей качество желчи и наладили рацион. И теперь после моего видео, если вы досмотрите мое видео до конца, то вы полностью разберетесь, что нужно дальше нам пошагово делать для того, чтобы вот эту всю проблему комплексно и целостно решить. Едем дальше. Здесь нам нужно понимать дальше вот какой момент. Поскольку желчного пузыря больше нету, да, то есть мышечного такого мешочка, который желчь накапливает, эта желчь начинает постоянно капать в просвет кишечника, то есть она выделяется постоянно. И постоянно и в очень маленькой концентрации. Из-за того, что концентрация маленькая, это со временем приводит к бродильным и гнилостным процессам в кишечнике. И здесь нам, соответственно, что нужно учесть? Как-то начать с этим работать. Я здесь обычно пациентам назначаю такой препарат, как хитозан. Это препарат из ряда сорбентов, который для человека абсолютно безвреден, в отличие от других сорбентов, которые продаются в аптеке.
Я рекомендую 2 раза в год хотя бы по 1-2 месяца принимать сорбент хитозан в инструкционной дозировке. Этот сорбент будет сорбировать на себя все токсины, восстанавливать микрофлору и сорбировать даже на себя вот эту всю желчь. Поэтому с флорой обязательно нужно работать. Если вы с флорой тщательно через питание, через сорбенты не будете работать, то со временем у вас будет очень сильное вздутие, и уже вздутие в толстом кишечнике, да, вот эти все бродильные гнилостные процессы повлияют и на усвоение питательных веществ, поэтому обратите на это внимание. Также здесь я рекомендую часто употребление пробиотиков, пребиотиков и метабиотиков, но в формате видео не могу дать рекомендации, потому что здесь мне человеку уже нужно смотреть лично. Но, возможно, вы можете там проконсультироваться со своим лечащим врачом, и он вам уже, зная вашу ситуацию, пропальпировав ваш кишечник, посмотрев вашу программу, это анализ кала, сможет уже грамотно подобрать препараты. Следующий побочный эффект, который получают пациенты, которые ко мне приходят на прием после операции, это дуодениты, то есть воспаление двенадцатиперстной кишки. Из-за того, что желчь постоянно капает в просвет двенадцатиперстной кишки, это зачастую приводит к воспалительным процессам, либо даже к образованию небольших эрозий и язв в двенадцатиперстной кишке. Здесь мы занимаемся слизистой. Как мы слизистую можем восстановить? Это либо препарат алоэ, который восстанавливает слизистую, либо препарат облепихового масла. Здесь рекомендую облепиховое масло сыродавленное. Либо употребление семян льна, настоя семян льна. То есть вам что-то нужно будет одно из 3 выбрать и начать употреблять, и ваша слизистая там восстановится. Более, кстати, подробно про восстановление слизистой я рассказывал в одном из своих прошлых видео, обязательно его посмотрите. Там я дал полную схему, полную методологию, как слизистую восстановить. Это здесь же будет тоже очень актуально. Дальше я хотел бы вернуться к теме толстого кишечника. Мы с вами говорили про гнилостно-бродильные процессы. И для того, чтобы эти процессы уменьшить, я считаю, что мало использовать сорбент хитозан, нам нужно подключить клетчатку. Под клетчаткой я здесь буду иметь вот в виду, что часто я пациентам назначаю либо псилиум, это шелуха семян подорожника, которые они начинают употреблять натощак, разводя в воде, либо обычный яблочный пектин, который тоже является клетчаткой. И мы это назначаем для того, чтобы дать хорошим бактериям питание, пищу. Соответственно, если мы хорошим бактериям даем питание, они начинают размножаться и не дают размножиться вот этой патогенной микрофлоре. Также мы клетчатку можем брать из обычной зелени, из обычных корнеплодов. Здесь в таком случае я буду пациентам назначать и свеклу, и репу, и редис, и тыкву. Это продукты-чемпионы, которые содержат большое количество клетчатки и достаточно быстро восстанавливают микрофлору толстого кишечника. Поэтому, если у вас есть в животе вздутие или вы чувствуете какие-то бродильные процессы или газообразование, обязательно подключайте клетчатку и начинайте заниматься восстановлением микрофлоры толстого кишечника, потому что от кишечника очень много всего зависит. И даже вот у нас, у нутрициологов, у докторов китайской медицины существует такое выражение «кишечник всему голова». И я занимаюсь очень много гастроэнтерологией, это одно из любимых моих направлений. Я для своих пациентов создал специальный продукт, который называется «Здоровье в твоем животе». Это вебинар, в котором я подробно рассказываю, как работать над восстановлением всего желудочно-кишечного тракта, как работать и над восстановлением толстого кишечника, тонкого кишечника, поджелудочной железы, печенью, желчным пузырем. Я туда вложил весь концентрат своих знаний, чтобы обычный человек, который не разбирается ни в анатомии, ни в физиологии, но хотел бы себе помочь, смог бы в этом разобраться и уже начал бы улучшать свое здоровье. Поэтому, если вам это интересно, ссылочку на данный продукт я прикрепляю внизу под видео в описании. Нажимайте на эту ссылочку, и там будет уже подробное описание данного продукта. Дальше мы будем разбираться с самим желчеоттоком. Конечно же, восстановление у каждого человека происходит по-разному. Кто-то делает операцию, и у него ничего в жизни не меняется, кто-то страдает от разных синдромов, от болевых синдромов, от запоров, от поносов. Поэтому здесь уже нужно учитывать индивидуально. Но общей моей рекомендацией будет то, что 1-2 раза в год человек должен принимать желчегонные препараты. Здесь я рекомендую либо такой препарат, как фламин, это препарат
растительного происхождения, который продается в аптеке. Обычно мы его назначаем по 2 капсулы 2 раза в день за 40 минут до еды. Этот препарат способствует отхождению желчи и очень хорошо работает без каких-то побочных эффектов. И вот такие курсы фламина, в принципе, можно делать и 1 раз в год, и 2 раза в год, и 3 раза в год. Здесь уже нужно смотреть на свое самочувствие, хватает ли вот этой концентрации желчи, хорошо ли работает у вас желчеотток. Вторым препаратом выбора мы используем препарат, который связан тоже с растением, который очень хорошо влияет на желчеотток. Этот препарат называется аллохол. Я думаю, многие слушатели его знают, он тоже восстанавливает желчеотток. То есть либо первый, либо второй препарат мы тоже принимаем в течение года курсами для того, чтобы помогать желчи секретироваться и отделяться. Вот. И многие пациенты, которые очень сильно жаловались вот на синдром избыточного бактериального роста, то есть на вздутие, на какие-то бродильные диспептические процессы, мы вот им назначали клетчатку, начинали работать с микрофлорой, я назначал им препараты, которые способствуют желчеоттоку, и у них все уходило. Поэтому тоже здесь я могу обратить на это внимание. И многие гастроэнтерологи это тоже назначают и обязательно добавляют. Для дополнительного расслабления печеночных протоков, если у человека до этого были какие-то спазмы очень сильные в правом подреберье, мы обязательно используем препараты магния. Да, магний он расслабляет, он тоже способствует оттоку желчи. Поэтому после того, как сразу человеку сделали операцию, мы магний обязательно на месяц назначаем. И потом человек вкупе со всеми препаратами, он тоже магний пропивает для того, чтобы способствовать оттоку желчи. То есть, как вы уже поняли, арсенал у нас достаточно большой. И есть, конечно же, и такие дополнительные методы, как мы должны помогать нашему отсутствующему желчному пузырю. Это, во-первых, постоянно заниматься спортом, физкультурой. Я в одном из своих видео рассказывал то, что все упражнения, которые связаны с наклонами, с развитием пресса, йоговские какие-то асаны, все они способствуют тому, что желчь будет лучше оттекать. Поэтому здесь я обращаю внимание обязательно на такие упражнения и просто на ходьбу. Потому что когда мы ходим, мы способствуем оттоку желчи из печеночных протоков. То есть, если вы хотите восстановить и улучшить процесс синтеза желчи, вам нужно использовать не только питание, не только препараты, да, не только вот такой нутрициологический подход, но и обязательно движение, потому что само уже движение способствует тому, что желчь в более большем количестве образуется, и в том числе более концентрированная. Обратите на это внимание, поскольку многие мои коллеги это часто упускают. Вот, а это весьма важный нюанс. Друзья, также у меня для вас есть небольшой, но очень приятный подарок. Это специальный гайд, который называется «10 шагов к молодости, красоте, здоровью и хорошему самочувствию». В этом гайде я подробно рассказываю, с чего же нужно начать абсолютно каждому человеку свой путь к здоровью, к восстановлению всех своих внутренних органов. Я это в гайде все специально для вас оформил. Обязательно скачивайте, пользуйтесь. Ссылочку я прикрепил внизу под видео в описании. Обязательно пользуйтесь. И я хотел бы, чтобы абсолютно каждый человек, который меня смотрит, который изучает мои материалы на YouTube, становился здоровее, сильнее. И в здоровом теле всегда будет здоровый дух. Поэтому обязательно занимайтесь своим телом. Я очень рад, что вы смотрите мои видео и благодарен за все ваши комментарии. За месяц существования моего YouTube-канала уже подписалось 30 тысяч человек. И вы меня дальше мотивируете создавать видео, поэтому я вам очень благодарен. Обязательно к моему видео ставьте большой и жирный лайк. Пишите комментарии и делитесь с друзьями, поскольку я уверен, что лекции, которые я здесь читаю, материалами, которые я делюсь, могут помочь очень многим людям, и кому-то улучшить здоровье, кому даже и спасти жизнь. Поэтому с вами остаемся на связи. Также, если у вас еще есть какие-то предложения по дальнейшим темам, обязательно пишите их в комментариях. Я абсолютно все комментарии читаю, изучаю и уже на основании ваших просьб и запросов выстраиваю дальнейший контент. Пока-пока.